коротенькая экскурсия. Нагревают, потом сгибают, потом сваривают. Очистка, проверка. Вон как много этапов. Оп! Почти 6500 каждые 3 часа. Огонь! Все-таки бессмысленное выражение «нефть – это кровь земли». Я предлагаю лучше. Нефть – это движение на земле. Из нефти делают бензин, керосин и солярку. А природный газ – это тепло и энергия на земле. Метан горит в котлах ТЭЦ, так получается горячая вода и электричество. А что нужно, чтобы были эти 3 жирных кита? Движение, тепло и энергия, на которых стоит цивилизация. Нужны технологии и компании, способные достать и доставить до потребителя нефть и газ. Но из чего сделаны эти компании? Как они работают? С помощью каких инструментов? Да, наверное, это очень правильный вопрос, из чего кто-то или что-то сделано. Его надо задавать, не стесняться это делать и, главное, требовать на него точный ответ. Протяженность нашей страны от самой восточной точки мыса Дежнева на Чукотском полуострове до самой западной песчаной косы Гданьского залива около 10 тысяч километров. Длина экватора Земли в 4 раза больше, примерно 40 тысяч километров. Так вот, если все трубы газотранспортной системы России вытянуть в одну линию, она окажется более чем в 4 раза длиннее экватора. Это почти половина расстояния от Земли до Луны. 172,5 тысячи километров. И вся эта махина почти на 100% была сделана на российских заводах. Безусловно, у каждой линии есть начало и конец. А что находится в начале газопровода? Ну, конечно, конструкция, которую узнает любой человек. Буровая установка. Только рядом с ней по-настоящему понимаешь, насколько огромная эта конструкция. Это 60-метровая буровая «Екатерина». Она выше ракетоносителя «Союз», выше поставленного вертикально самого массового пассажирского самолета Boeing 737. А если сравнивать с жилыми домами, то буровая установка — это как 22-этажное здание. Если же говорить о функционале, то буровую можно сравнить с электрической дрелью. Оба эти устройства созданы, чтобы проделывать отверстия. Только вот буровая, в отличие от дрели, еще может производить для себя электричество, переезжать с места на место, бурить с разным наклоном, цементировать каналы, сдерживать давление подземных пластов, обогревать людей внутри себя. Буровые Екатерины работают в абсолютно экстремальных условиях. Например, на Ямале, где в ближайшее время будет добываться половина голубого топлива России, более 360 миллиардов кубометров в год. Крупнейшее месторождение, Бабаненковское, уже освоено. Следующее на очереди — Харасовейское. Это еще дальше на север с его арктическими холодом и ветром. Место бурильщика по обилию кнопок и переключателей можно запросто сравнить с кабиной пассажирского авиалайнера. Даже рукоятка, отвечающая за управление лебедкой, чем-то похожа на джойстик-штурвал в современных Airbus'ах. Теперь внимание! Глубина бурения у этой установки до 6000 метров. То есть представьте себе, если всю компоновку бурильных труб вынуть из земли и поставить вертикально,
Эта труба окажется выше любых гор Австралии, Океании, Антарктиды, Европы и Африки, уступая только пикам 3 континентов – Северной Америки, Южной Америки и Азии. У этой буровой сразу 2 родителя с разными адресами. Один здесь, в Тюмени, другой находится в 300 километрах восточнее, в городе Екатеринбург. Это территория одного из старейших заводов нашей страны – Уралмаша. Ну что, посмотрим, как рождаются буровые. Если не брать этап проектирования, то вот оно, самое начало создания буровой установки. Листы металла. Их, как в ателье, разрезают на куски разной формы. А потом каждый срез очищают ручными шлифмашинками. Из раскроенных кусков сваривают элементы будущей установки. И снова очищают швы от окалины, обезуглероженного слоя металла. И так много раз. Сварка элементов – очистка. Сварка других элементов – очистка. Буровая Екатерина – это примерно 1000 тонн металлоконструкций и от 3 до 6 месяцев непрерывного труда. Конструкция буровой настолько сложная, что в одном цехе, даже в одном здании невозможно проделать всю работу. Итак, на сварке и очистке от окалины здесь все заканчивается, а мы перемещаемся в следующий цех. Ну и вот, из 7-го цеха мы попадаем в 3-й, и тут работа продолжается. Конструкции буровой увеличиваются в размерах и усложняются в деталях. Часть из них изготавливается на древних станках времен Союза, а часть на новых с ЧПУ. Это такая технология. На старых станках проще деталь подготовить грубо, сделать обдирку, как здесь говорят, а на новых довести ее до ума. Так что такое соседство старого с новым вполне прагматичное. Отдельные узлы и блоки буровой готовы. Их красят, собирают, проверяют и запаковывают в термопленку, чтобы отправить сразу на газовые месторождения Ямала, Сибири, Дальнего Востока, либо по требованию заказчика на завод БКУ в Тюмень для финальной проверки. В Тюмени, например, делаются вот эти блоки с техоборудованием, но чаще установка отдельными частями, как уже было сказано, сразу отправляется во взрослую жизнь, на место работы, где она начинает делать то, зачем была придумана. Прокладывать на огромной глубины путь к углеводородам. Но как доставляются эти углеводороды от места рождения до места потребления? Чтобы понять это, перемещаемся еще на 400 километров до города Челябинск. Здесь изготавливаются трубы для газа и нефтепроводов. Кажется, это самый простой элемент всей нефтегазовой индустрии. Но гарантирую, вы кардинальным образом измените свое мнение, когда увидите, сколько времени и сколько сил тратится на создание такой, казалось бы, элементарной металлической трубы. Первое, что поражает, это, конечно, размеры этого завода. То есть, если просто оператор с камеры пройдет от начала, где мы сейчас находимся, до конца производства, У него уйдет на это 10 минут? Нет. 20? Может, полчаса? Нет. 40 минут.
чтобы элементарно ногами пройти от начала до конца производства. 40 минут, Карл! Весь этот путь, все 2928 метров, проходит каждая металлическая заготовка, чтобы стать полноценной трубой. Скажем так, вы только что увидели всю работу завода. Такая коротенькая экскурсия. Если она вам понравилась, то добро пожаловать на расширенный вариант. Все начинается с огромного склада металла. Прямоугольные листы – это и есть будущие трубы. Их поднимают вакуумным листоукладчиком, ставят на конвейер, и процесс пошел. Сперва очистка металла в дробеструйке, ультразвуковой контроль, контроль геометрических параметров. Затем фрезеровка и подгибание кромок. Это нужно для дальнейших операций. Наконец, самое главное. На пути листов вырастают 2 исполинских пресса шаговой формовки для 12-метровых и 18-метровых заготовок. Этот аппарат берет металл и... Можно вот так ускорить время. Берет металл и начинает надавливать на лист с одинаковым интервалом и одинаковым усилием. В результате получается заготовка похожая на трубу, но она не круглая в сечении, а такая угловатая, в местах сгиба. Как здесь шутят, получается заготовка гайкообразной формы. Мало того, у заготовок еще продольная щель по всей длине. Но принципиальный переход из одной формы в другую совершен. Здесь даже у конвейера меняется внешний вид. До этого момента он был похож на транспортную ленту. А дальше начинаются ролики. То есть здесь деталь была еще плоской, а тут она обрела объем. Дальше сварка. Оставшаяся после сгибания листа щель окончательно исчезает. Причем это только первый технологический шов. В дальнейшем их будет еще 2. И потом ремонтная площадка. Тут очищают место сварки и проверяют трубу на наличие дефектов. Вообще здесь это 2 самые часто повторяющиеся процедуры. Просто чтобы было понятно, единицы – это где металл очищается, двойки – где он проверяется. И с этой стороны то же самое. Единицы и двойки. Очистка, проверка. Вон как много этапов. Многократно повторяющиеся операции. Это, конечно же, неспроста. Очистка нужна, чтобы сварной шов получился качественным и крепким. Вот как раз сейчас трубу проваривают изнутри. Потом снаружи. Варят под флюсом. Его тут же собирают промышленным пылесосом. А многоэтапная проверка трубы необходима, чтобы гарантировать ее прочностные характеристики после каждой операции. Сгибания, вальцовки, сварки и так далее. Вы, конечно, помните, что труба у нас еще не идеально круглая в сечении, а слегка угловатая. Это исправляется вот здесь. Здесь это очень наглядно. Аппарат под названием механический экспандер проникает внутрь трубы и фактически разжимает ее изнутри. Заготовка становится круглой в сечении, при этом она еще увеличивается в диаметре. Так что если прочертить вот такую линию, это видно невооруженным глазом. Дальше, да, вы уже догадались, инспекционная площадка. Трубы, в которые уже раз очищаются и проверяются. Поверхность, шов, общая геометрия, торцы, паски, визуально, ультразвуком и даже в этих камерах рентгеновским излучением. Если замечаний нет, то все.
Черная труба, то есть без покрытия, готова. Дальше по желанию заказчика. Можно ее в таком виде использовать, а можно нанести защиту и увеличить ресурс работы до минимум 30 лет. Пошла жара. Теперь очень быстро. Сперва труба проходит через газовые печи, потом индукционные, 1, 2, 3. Они все вместе нагревают металл до 200 градусов, и сверху на него наносится полимерное многокомпонентное покрытие. И тут же труба оказывается в туннеле охлаждения. Получается, после жаркой сауны труба сразу ныряет в ледяную купель. Это было внешнее покрытие из многослойного полимера. После туннеля охлаждения его срезают на концах трубы, а еще отдельно можно нанести внутреннее покрытие, спецкраску. Далее площадка окончательной сдачи. И, наконец, трубы готовы. Они могут быть разного диаметра, длины, с металлом разной толщины. У них может быть разное предназначение. И даже покрытие здесь наловчились сделать разноцветное. И, конечно, все это изготавливается в промышленных объемах. За одну смену завод может заполнить 60 вагонов. Это означает, что за сутки с территории предприятия может выехать 8 составов. Грубо говоря, по одному составу каждые 3 часа. И куда направляются и направлялись эти миллионы тонн труб? Например, в Якутию и Амурскую область, по которым проходят силы Сибири. Стратегический газопровод от Чииндинского месторождения до границы с Китаем 2200 километров. Это как расстояние от Санкт-Петербурга до Сочи. И все эти сегменты труб были сварены, а места соединения тщательным образом проверены. Сварной шов по прочности превосходит основную трубу. Шов проходит рентгеновский контроль, ультразвуковой контроль, а потом еще на каждое такое соединение выдается заключение о соответствии нормам. Но трубопровод – это лишь скоростное шоссе для углеводородов, например, для газа. А что приводит его в движение? Что заставляет двигаться по этой дороге? От Челябинска перемещаемся почти на 2000 километров северо-западнее. Здесь, на Невском заводе Санкт-Петербурга, изготавливают газоперекачивающие агрегаты. Газоперекачивающий агрегат, как правило, состоит из 3 частей. Это турбина, компрессор и блок вспомогательного оборудования. В общем, на первый взгляд, это большие, а самое главное, очень сложные устройства. Ну а по сути? По сути, газоперекачивающий агрегат как автомобиль. Турбина – двигатель, компрессор – тот, что заставляет газ бежать по трубопроводу, это колеса машины. А рама или блок вспомогательного оборудования – это руль, педали, переключатели, короче, управление всем хозяйством. Хорошее сравнение, но внешне совсем не похоже. Газоперекачивающая установка «Ладога-32». Почти 6500 металлических деталей. Но если спросить любого работника этого завода, а с чего начинается подобная установка, он скажет, ну как с чего? Конечно же, с дерева. Какие тут могут быть еще варианты? Вот. Давайте посчитаем. Во-первых, ГПА делается из листового металла. Во-вторых, из паковок. Это заготовки после ковки или штамповки. Но самые геометрически сложные элементы отливаются из чугуна и стали прямо на производстве. А значит, каждый раз требуется форма для отливки. А для каждой формы надо сперва сделать модель, то есть
деталь в натуральную величину из податливого материала – дерева или пенополистирола. Даже если снова ускорить время, эта съемка будет казаться бесконечной. Ведь чтобы вытащить одну деревянную деталь на 5-координатном станке, требуется от нескольких часов до нескольких рабочих дней. Дальше модель помещают в эпоху и заполняют пространство вокруг нее песком со связующим и загустителем. Через несколько часов деревянную модель вынут, а песок сохранит отпечаток, форму будущей детали. В общем, это похоже на то, как лепят куличи в песочнице. После того, как песок застынет, в него сверху устанавливаются стержни. Кстати, тоже сделаны из песка, и вот здесь сразу видно. Между ними образуется пространство, оно через несколько часов будет заполнено расплавленным металлом. Все. Дальше остается это накрыть второй половиной формы, и добро пожаловать в литейный цех. Такому способу изготовления металлических деталей сотни лет. Но когда речь идет о сложной форме, ничего более эффективного пока не придумано. Металлическая отливка твердеет в форме от 12 до 72 часов. Полученная в результате деталь, даже после того, как остынет, даже после того, как от нее с помощью газового резака отрежут никакие прибыли, а с помощью слив машины обработают металл. Ну, короче говоря, это еще очень грубое подобие того, что должно получиться в результате. Сперва вручную черновая обработка. Потом каждую заготовку вот так размечают и начинают обтачивать на станках. По сути, это самый долгий и сложный процесс, через который проходят все детали ГПА, в том числе и литье, и паковки. Бесконечное количество операций на станках – карусельных и расточных, фрезерных и сверлильных, токарных и протяжных, на 3, 4, 5-координатных ЧПУ. Тут, как в скульптуре, надо отсечь все лишнее, то есть придать нужную геометрию и заданные размеры. Перед тем, как ГПА получит аттестат зрелости, оба его ротора проходят балансировку. Делается это на вот этом стенде. Правда, заглянуть внутрь во время работы не получится. Там внутри вакуум. 20 миллибар. Это как на высоте 50 километров над уровнем моря. Пограничная зона между стратосферой, куда запускают метеозонды, и мезосферой, где сгорают метеориты. Полностью газоперекачивающий агрегат рождается почти как ребенок, через 9 месяцев. Как правило, на компрессорных станциях стоят по несколько ГПА. Это нужно и для надежности, и для мощности. Например, когда газ прокачивается по подводным газопроводам. Эта компрессорная станция русская, одна из самых мощных в мире. Здесь стоит 7 ГПА «Ладога». Они разгоняют газ в подводном трубопроводе «Турецкий поток» почти до автомобильной скорости – 60 км в час и транспортируют метан на расстояние более 930 километров по дну Черного моря. В некоторых местах глубина, на которую опускается готовый газопровод, достигает 2 километров. Это как 4 Останкинские телебашни, если их поставить друг на друга. Каждый новый ГПА, вслед за трубами и буровыми, все они делаются в разных местах, отправляются к месту работы, чтобы делать одно дело – функционировать в составе гигантского и слаженного механизма единой системы газоснабжения России. А теперь еще раз вопрос, озвученный в самом начале. Так из чего сделан «Газпром»? Всего из 3 объектов? Каждый из них и все вместе, они легко поместятся на одной площади. Буровая установка, трубы,
и газоперекачивающий агрегат. В масштабах города небольшие, в общем-то, объекты. Но как же мало знают о них люди и как же много они делают для них и для страны в целом. Конечно, это лишь часть огромного механизма под названием «Газпром». Для его работы нужны еще десятки тысяч разных приборов, агрегатов, специальной техники. Так что правильный ответ такой. «Газпром» сделан из человеческого труда. А буровые установки, трубы, ГПА и другие устройства – наглядное воплощение этого труда.